Посмотрите, где мы ночевали с Сашкой. Мы в замке Замойских в Козловце. По вторникам бесплатный вход. Мы в Люблине. О-хо! Какой красивущий старый город. Я даже не ожидала, что в Люблине так красиво. Мы в Казимеже-Дольном. Ребята, мы в самом центре. Посмотрите, какая красота. Нам так везет с погодой. Вот спросите нас, где мы. Наверху кладбище, внизу овраг. Всем доброе утро! Посмотрите, где мы ночевали с Сашкой. Вот с таким видом. Тут такой получается, такой дворик. Мы тут завтракали сегодня, на качелях покатались. Вот так выглядит дом. Короче, мы в этом отпуске прошлись по агротуризму польскому. Этот дом, он разделен на 4 части. Тут 2 двери и дальше тоже 2 двери. Там такие вот, как номера в отеле, как апартаментики такие небольшие. И вот наш дом вот этот. Но вокруг красота вообще неописуемая. Но у нас, как всегда, мало времени здесь тусить. У нас планы, нам надо ехать дальше. Сегодня мы каждый день ночуем где-то в новых местах. И немножко это офигенски, потому что в новых местах больше видишь. Но и тяжело в плане сумок. Постоянно надо что-то собирать, разбирать. Там такой бардак в машине, ужас. На замке написано «Замощь». Такая мелочь. Ну и вот наши апартаменты. Тут кровать, уже понятно, бардак, мы уже выезжаем. Кровать, кухня, там ванная. Сашка чистит зубы. Ну и такой аннекс кухня такая. Ну и все. И выход большой. Тут не соседи, я не знаю, может кладовка какая-то. Тут такой предбанник. Тут все оставляем. На одну ночь нормальный телек. Кровать классная, мягкая. Что еще надо? 1,5 часа ехали и приехали. Поставили машину на паркинг. Паркинг прямо перед этим, господи, замком. Перед замком. Сегодня бесплатный проход в замок, и очень много людей приехало. Получается, мы приехали, нам ждать нужно 1,5 часа на вход, на 11:30. Но тут экскурсия с проводником, и часок будет с ним ходить по замку. Ну, это классно. Но при этом мы заплатили 0 рублей за вход. Только за паркинг, да, только паркинг. Паркинг тоже недорого, 15 злотых. В принципе, можно было так сильно, наверное, не торопиться. Да, в смысле? Не, в плане... Тут столько людей. Не, как-то взять билетики и запарковаться где-нибудь бесплатно. Да. Если знать наперед. Угу. А где тут запарковаться? Тут возле я только Бедронку нашел. Мы думали в Бедронку, но мы приехали просто поздно. Прямо в 10. А касса открылась в 9:30. Давай возьмем. Тут что-то захотелось присесть на лавочке с таким видом. Вот замок. А мы не сказали, наверное, в какой замок приехали. Мы в замке Замойских в Козловце. По вторникам бесплатный вход. С 10. Да. Касса с 9:30. Если хотите не ждать. Хотите не ждать, да. Потому что если бы мы знали, что касса в 9:30, то мы бы тоже приехали к 9:30. Но мы просто не знали. Мы думали, в 10 открываются. Ну и, в общем-то, наша группа теперь гуляет до 11:30. Еще где-то 1:15. Но мы с таким красивым видом уселись. И плюс такая хорошая погода, что можно спокойно гулять, сидеть. Посмотрите, мы тут не одни. Смелый идет прямо к Сашке павлин. Сейчас как дюбнет. Красавчик. Булок нет. Он вообще не боится людей. У него такой пушок сзади миленький. Посмотрите. Все, и пошел дальше. И пошел себе дальше. Такой ходунчик. Мы тут ходим, еще гуляем. У нас еще полчаса где-то. Тут, знаете, очень приятно гулять. Так миленько, так атмосферно. Небо такое голубое. Решили с Сашком попробовать эту вчерашнюю колу. Она получается я не знаю, так или нет, написано вот на крышке
вот этот Здруй. А мы как раз в том году были, в каком-то там Здруе. Ну, в Кудове. В Кудове в Здруи Лушниках, были, да. ещё где-то. Это на вот этой минеральной воде, может, сделано, нет? Она так, газики такие. Ну, не на минеральное, а просто на источнике. Или на источниках, да. Ну и как вот... Вкусно в целом. Ну, Как это лимонад о вкусный. смаку колы, то есть со вкусом кола, а не кола. Но это прикольно, мне понравилось. Неплохо. Всегда интересно попробовать какие-то такие локальные продукты. Ну вот, мы предпоследней своей точки. На сегодня последний. Ну, вот, кроме ночевки, да. Ну, Потому что мы за ночевка городом. тоже. ночуем. Мы в Люблине. О-хо! Ура, мы доехали. После замка мы прямо отправились сюда. Ну, это недалеко, там минут 40 мы ехали, может и меньше. Приехали и, слушайте, просто сели. Сели напротив башни. Сейчас Ну, чуть-чуть это в замке отдохнем. Люблинском. Да, сейчас чуть-чуть отдохнем и пойдем разведывать обстановку. Пойдем посмотрим старый рынок, да? Да, тут на Найдем часок цибуляжа. погулять. Да. Съедим его. Такие планы. Ну и вот так выглядит Люблинский замок. Мы там внутрь зашли, посидели немножко, на башенку посмотрели. А теперь идем дальше. В глубину города. Мы тут только вот первый час. Только вот приехали. Вон красивый вход какой. Какой красивущий старый город. Такой центр большой. Меня сейчас проедет. Ну, какой центр красивый. Вообще. Красотень, красотень. Я даже не ожидала, что в Люблине так красиво. Доброе утро! Мы никогда в жизни так рано не просыпались, как в этом отпуске. Сегодня последний день, заключительный день нашего отпуска. Мы находимся в Люблине, нет, за Люблином. Яблонно-Майонтек. Вот, Яблонно-Майонтек. Тут вот этот отельчик такой, вот он двухэтажный.
Мы там находимся. Мы тут жили сегодня, спали. Такая классная там кровать. Вообще, такой хороший отель. Мы вчера рано утром приехали сюда. Ой, фу, что я сказала? Мы вчера вечером, даже, наверное, днем, не, вечером, почти ближе к 6 приехали. Там еще такой большой телевизор, польские каналы. Мы легли, включили и больше никуда не выходили. Отдыхали так. Вот, и сегодня проснулись в 6:30. Вот, идем на завтрак. У нас включены завтраки. Идем сейчас обожрунькаемся и едем в Казимиш-Дольный. Сейчас вам проведу небольшую экскурсию. Такая красивая территория. Но тут вообще все для организации свадеб. Вот. Тут, получается, вы можете отпраздновать свою свадьбу. Там вон шарики, стулики. Тут прям вот видно такой вайб. И внутри видно, как все организовано. Вот, а потом гости, я так понимаю, ночуют вот в таком домике, нет? Да, причем Ну. вот эта вот вся деревня, тут, не знаю, минимум, наверное, 4-5 свадебных этих локаций. Это прям Ну. какой-то вот центр свадеб. Влюблены, да. И мы тут тоже оказались. Вот, парковка. У нас вчера небольшая была история с парковкой, но все обошлось. Мы не нашли, как сюда въехать, а потом нам подсказали. Не так просто. Мы думали въезжать из главного въезда, а там... Ладно, короче, долго рассказывать. Но все нормально. И... ну, вот такая территория, короче. Свадебные фотосеты тут устраивают, наверное. Вот даже можно подсмотреть, вот как там внутри. О, видите? Столы, президиум, наверное. Все тут. Все в таком свадебном стиле. Вообще прикольная такая территория. Ну, мы тут на одну ночь, знаете, поспали. И идем позавтракаем. Наверное, одни из первых будем. Хотя не факт. И поедем давай в Казимиш-Дольный. Мы в Казимиже-Дольном. Ребята, мы в самом центре. Посмотрите, какая красота. Нам так везет с погодой. Не всегда так нам везет. Но в эту поездку по Польше просто всегда, каждый день суперская погода. Какое красивое здание. Но это, я не знаю, это что за красота, созданная людьми. Это так красиво. Такие красивые домики. И это вообще балдеж. Вот этот дом, это вообще как из какого-то Пинтереста. Так красиво. Это прям надо стоять и рассматривать каждый домик. А вот, посмотрите. Блин, очень красиво. Блин, еще одно красивучее место в Польше. В нашу копилочку. И в вашу, если поедете. Не, вот по Польше вообще, оказывается, путешествие очень даже интересно. Ну, ничуть не хуже где-то там в Европу Куча ехать. мест, Но просто надо их знать. Надо, чтобы Сашка вам составил, зорганизовал поездку. Это все Сашка. Сашка молодец. О, тоже такой классный дом. А такое вы видели где-нибудь? Там гномы живут, наверное. Это вообще как в сказке какой-то. Я даже не ожидала. Я до сих пор иду и думаю, боже, как это красиво и сказочно. А вот... Фу, туалетами пахнет. Вот там пчелы живут. Наверное. Видите, улей. А, еще знаете что? У нас такой был завтрак. Мы, кстати, забыли заснять. Ладно, завтрак-то это понятно, что мы забыли заснять. Это и там неудобно. А мы забыли заснять сам номер. Он такой классный, верьте на слово. Ну, просто современный. Да. Недорого. Ну, очень недорого, учитывая завтрак. Там завтрак, ну, прям... Ну, всё, роскошный. Даже красная рыба была. Да, рулетики Ну. с лососем, булочки, Да. ягодянки. Ягодянки Куча, были, ну, да. такой хлеб выпеченный, прям домашний. Было много нарезок, как из сыра, так и овощные нарезки, грибочки маринованные. Ну, вообще все что угодно было. Ну, и хочешь яичницу тоже там отдельно заказываешь. Ну, и там Суп яйцо. был. Суп был, да. Рагу какое-то овощное с грибочками.
Ну, классно Соки, было. кофе, всё. А, кофе, соки, все, что хочешь. А, всякие тоже там какие-то фрукты были, но их не брала. А, мед был в сотах прям. Ну, круто. А, и вот, и стоило 220 всего лишь. Ну, За там ночь. большая комната, очень современный ремонт. Классно, нам понравилось. Мы Ну, там так кайфанули, там большой заездом телевизор. только, Заезд минус, но... но абсолютно стоящий денег. Ну, такой завтрак, ну, минимум 50 злотых бы Мгм. стоил отдельно Да. на двоих. А мы прям на завтрак, я вообще так ела, Саша видел. Сашка доедал немножко за меня, но потому что я, когда вижу шведский стол, я не контролирую, сколько я могу съесть. Мне кажется, я все могу съесть. Я беру не по чуть-чуть, а я беру всего много, хапаю. Сашка потом доедает, бедный. Мы уже дошли до замка. Ну, это уже такие руины остались. Но он так находится на высоте, на горе. А дальше еще там вежи. Туда вот пройти. Тоже так жарко становится. Очень. Я так дышу. Просто мы еще поднимались вверх. И плюс у меня физическая подготовка 0. Вход платный, поэтому мы решили не заходить. Просто смотреть на руины. Перспективно не На выглядит. перспективе не выглядит. Может, вокруг обойдем, посмотрим. Хотели зайти, туалет найти. Он тут везде Ну, платный. один был какой-то Да. закрытый вообще. Да, другой платный, там за Самое двоих заведение. 10 злотых. Поэтому мы решили, зайдем в Ведаль. Там, кстати, очень прикольные вот такие напиточки. Посмотрите, какие. И мы решили просто взять напиток и заодно в туалет сходить. Так даже экономически Ну, выгоднее. Типа, туалет был бы Но. 10, а тут 31. А тут 30 Ну, дорого, не ну экономически ладно. выгодно. Дорого, но зато Ну, вкусно. мы хотели все равно какой-то напиток Да. взять. Получается за 20 злотых, Мгм. если бы мы туалет платный нашли. А если бы мы 3 раза сходили в туалет, то нормально. Ну, уже, А так один раз уже ходил. Ну, всё. мы уже скоро и Уже уезжаем. Сейчас часок. Ну. Пей. Вкусно, кстати, попробуй. Выглядит вообще так красиво. Ну, я так один маленький глоточек сделала. Сладко. Как шоколад. Дайте я сделаю глоток. Очень сладко. Не, ну чуть-чуть хотя бы овощевый вкус перебивает, но Очень сладостей сладко, очень. слишком много. Первый глоток у меня был мини, и он такой вкусный был, а это очень Ну там слой самый большой, ну сахара очень много, там, ну как Это жидкий один шоколад, сладкий. плюс сливки, плюс Один сахар. мусс. Ну, я был не за, Жестко. я знал, что это очень сладко просто. Я купилась на... Там... Идем, я покажу, короче. На баннеры, как выглядит. Ну вот так это выглядит на рекламе. Может стоило больше какой-то лимонад взять? Или там тоник. Ну, Вот спросите нас, где мы. Наверху кладбище, внизу овраг. Ну, тропинка проложена. Мы шли, естественно, по кладбищу, потому что другой дороги нет. Но она есть. Просто карта просто возле проложилась. кладбища. Да. Ну, Просто какая карта так проложилась. Это одна из достопримечательностей Казимежа. Тут много таких оврагов с такими мостиками красивыми. Выглядит прикольно, но внутри ощущение чуть-чуть жутковато. прохладно Что тут зато. везде кладбище. Да. Вверху тут кладбище, и там. И внизу такой овраг. Ну, люди гуляют, прям много тут людей. Ну, вот так вот выглядит этот овраг. В принципе, мы, наверное, уже к машине пойдем, да? Ну сейчас по чуть-чуть посмотрим. Или нет. Ну, чуть-чуть, да. И... Ну, Или туда там- я уже ну, хочу туда пошли. ниже тоже, наверное, не пойдем. Так а куда идти? Там еще есть ниже какой-то. А, не пойдем. Тогда пойдем выше. А вот, смотрите, какой вид. Это прямо вежа. Та самая. На нее тоже платный был вход. Ну, поэтому мы не пошли. Итак, в принципе, видели город с высоты. Очень красивый город. Ну, мы уже все, пошли. Поэтому будем ехать обратно. Вот, кстати, возле кладбища бесплатный паркинг, если кому-то интересно. И там, где мы, в монастыре, там тоже паркинг. Там сколько хочешь, там типа пожертвования оставить. Там Ну, типа, 5-10. Есть пожелательная Мгм. такая Сумма? Ну, типа есть. Ну, Но никто не ценник проверяет. есть. Ты можешь заплатить, хочешь, как пожертвовать. Мгм. Ну, до 3 часов 5 злотых написано. Ну, как раз За где-то. 1 час. Да. Ну, нас интересовало до 3 часов. Да. А в других местах есть там и по 35 за день. Ну, за день. а Ну, здесь дорого, да. бесплатно. Чуть дальше идти до центра.
Ну зато Да, сразу да, можно да. эти овраги посмотреть. Вот только что мы были в этом овраге. Так что все, едем домой к Чупсику. И мы, наверное, будем прощаться, потому что наш отпуск подошел к концу. Мы уже едем домой. Идем к машине, едем домой. Ехать нам до Лоди 3 часа. Забираем Чупсика и отдыхаем. Да. Спасибо, что были с нами весь этот отпуск. Ставьте лайки. Лайки, лайкосы, подобайчики. Наши любимые. И все. Спасибо. Говорим до скорой Пока. встречи. Пока.